Ну что, как-то было просто. Прям под самое начало. Так, сейчас я подключусь к чату. Мана мало осталось, кстати, надо было купить. Ну ладно. Так, ну продолжим, я так понимаю, кидать ходки и все. Ничего такого сложного. Так, они Мортал кидают, блин, неудобно, конечно. Так, зайду-ка. Алло. Есть кто живой? Алло. Здорово. Во что играешь, как дела? Ой. Ой. Это новая игра, которая вышла, да, Диаблоид, да? Нет, она не новая. Не новая? Нет. И я к тебе не смогу на стрим зайти, я сам сейчас стримлю. Не, она не новая. А, Baldur's Gate вышла. Третья часть. И там есть составляющая для мультиплеера онлайн? Ой. Да. Мультиплеер, не уверен. Тут мобов хуярит. И это весело. Ну типа ты без людей хуяришь мобов. Конечно, можешь там что-то продавать. Но мультиплеера тут нету. Понял. А я играю на Вармейне. На этом. Сейчас на друиде, да, на ресторе. Но я периодически просто по-разному захожу. Различных персонажей качаю за профессией. Вчера играл за ДК, за охотника, сегодня снова за рестора. Там, не знаю, на прошлых выходных за баланс друида играл. Неплохой такой сервак, кстати, в целом. В сквад еще играешь? Пока что нет, не сказать. Типа новая лига в поезд стартанула вот позавчера, получилось. А поиграю в эту игру. И также в рейдах тоже. Слушай, а у тебя есть... бля, как это была игра называлась? Star Wars Battlefront, вторая часть. Бля, жаль. Прикольная игрушка, кстати, тоже. Она в Epic Games раздавалась бесплатно как-то одно время. А, ну я вроде брал. Вроде.
Так я даже не играл. Чё приду? Окей. Блин, эти морталы так сильно мой хил режут. Пец. Пока еще ладно, я еще сильно не напрягаюсь. Мана у меня тут почти фуловая. Мастан хорош. Раз, два, три, четыре. 4 фамильки. Неплохо. Так, надеюсь, тут никаких серьезных тактик не было. Так, что-то я немного напрягся. Причина напряга. Пандемониус, первый босс, какой-то данж, ТБК, короче. Тут эти Понял. эфириалы, короче, данжи. Да, я понял. Но нормально, я тут уже в форме древа. По сути, просто бегаю, ходки раскидываю, нормально вообще. Куда более приятно, чем, я не знаю, спамить 2 заклинания за Холли Паладина. Ну, в основном 2, ладно. Не всегда, но в основном. Так вот, слушай, не хочешь попробовать как-нибудь Battlefront поиграть? Прикольная игра. Там тоже разные классы есть, что-то типа, я не знаю, сквада того же. Чем-то и будет напоминать. Я просто пою пока что играю. Да, там Лига сдохнет через месяц. Ну а так ты вообще там забираешь халявы, да, когда бывают годные? Ну, когда нормально, что да. Ну да, Когда прям ещё, типа, знакомые тайтлы, типа вот. Кто-то какой-то чел говорит, там, что хуйню можно брать. Ну да. Ну я обычно это по этим, по новостям читаю, смотрю. Правда, сейчас что-то не выходит выпуски на ютубе. У меня там уже поднакопилось всяких разных. А танки, кстати, выгодно вторую вот эту обилку на панельке. Кастить. Зеленую вообще не выгодно кастовать. О, Еще вот это раз. хуйня вообще. Вот это говно, регров вообще не кастует. Регроуз? Лучше всего на танка, забыл как по-английски называется, на двоечку у тебя, которая. Двоечка Лайфблум. Это вот Вот, ТБК Lifebloom заклинание. лучше всего. Ну вот я, короче, как использую? Я сначала накидываю регроуз, потом... Lifebloom эффективнее, потом- чем любая ходка, которая у тебя есть. Ну, хз, я просто бываю, добавляю к регроуз еще Swiftmend, чтобы, типа, мгновенно ходка снялась. Ну, она не снимается благодаря этому глифу. Я на босс-файтах обычно использую, если прям вот патовая ситуация, тогда я Лайфблум 3 стака накидываю. Ну, я еще раз говорю, это самая эффективная ходка за ману и всю хуйню. Бля, ну хз, 3 раза тебе надо на ее накидывать, и каждый раз... Не надо тебе 3 раза накинуть. До 3 раз. Ну, Ты можешь чтобы просто прям обновлять, эффективно и это было. будет намного будет эффективнее, чем... Ну хорошо, регроуз ладно, кастовать. окей, давай попробую. Сейчас вот вместо регроуд.
использовать эту какое-то время. Ну, хз, может быть, может быть. Я не такой уж и спец. Давно не играл, кстати. За рестора. По-моему, с тех пор, как мы с тобой играли на этом, на Деркуле. А тут еще нельзя фреймы эти в рейдовой сделать. Такой бред. Так выглядит плохо. Ну, в принципе, кстати, неплохо. С 3 ходками. Правда, чуть-чуть пока что еще непривычно. Я просто привык, когда получаю форму древа, я совсем уже не использую Healing Touch, целительное прикосновение. То есть, ну, оно все уже бесполезное для меня, на мой взгляд. И вот им я заменяю как раз-таки... Точнее, заклинанием Регрофт я заменяю вот это вот Healing Touch. В смысле, а рейдовые фреймы, они же только в рейде тут, по-моему, можно поставить. Не? В пати-то ладно. На рече сейчас, на вот этой, которая актуальная, Ну, там уже добавили, что можно групповые переделать в рейдовые, как на обычном ритейле. а это удобно для чего? Для каких-то аддонов дополнительных или макросов, типа маусовер? Ну это же неудобно, ну нахуй тебе лицо этого медведя ебучего видеть. Да мне как-то ровно. Ну, а можно было бы добавить, ну, а там добавляются, что фото ты видишь свои, или дебафы нормально видно. Ну, это помню, да. Вот на этом интерфейсе ты только дебафы вроде увидишь, да? Да, дебаф вижу. Ну, в принципе, да, может быть. Меня лишь иногда отвлекают эти цифры. Почему-то иногда не очень понятно, когда там из-за Да, цифр и полоска цифры эти ХП. бесполезные, а там же, как вся эта полоска... Ну это ладно, по-моему, процентно цифру показывает. можно вроде бы отрубить в настройках интерфейса, я просто все время забываю об этом. Ethereum Prison Key. Что за хрень? За? Не помню, не знаю. Это в Array 52 или как лог называется? Хуйню там открывать всякую, Ага, чтобы репу качать. прикольно, не знал. Ну, БК, да, БК контент я особо так сильно не в курсе. Хоть я и в детстве именно с него вроде бы начинал. Я помню, я когда спустя долгое время снова зашел именно на ТБК,
Я что-то уж очень сильно удивился, то что Fly Mount там не 150%, как на личе оказывается, а 60%, но летающий. Вот это для меня прям Да, это вообще... вообще пиздец. Это какой-то... Я не знаю, но я был шокирован. Это же вообще невыгодно получалось. Так, надо бы ману попить чутка. Тут народу, кстати, очень много играет. Тут уже где-то вот после обеденного времени всегда появляется очередь по новой. Лимит, по-моему, то ли 12, то ли 14 тысяч на сервере. Это прям очень сильно заметно, когда вот идешь на сборе ресурсов, ты просто вот с трудом находишь какие-нибудь пленты растений или там металлов, особенно актуальных. Ты сказал 12 тысяч очередь? Не-не-не, онлайн. А очередь есть? Очередь бывает вот после полудня появляется, но она в пределах 250, но она рассасывается там за пару минут буквально. Очень быстро. Да имер нажми, хуй ты. Время тратишь. Не-не-не. Иннер это прям вот на всякий случай во время боя. Тут же босс, по-моему, скоро появится, если не ошибаюсь. Следующий. Так, все, погнали. Камень. Да-да-да. Но он вроде бы не... Вроде бы изи. Как-то давно тут был, уже особо и ты не помню. Вчера, вот, когда бегал за Frost ДК, собирал по западным этим темным землям. Торий собирал. Был еще один конкурент. Тоже ДК. 80-й левел. Таурен. Вот так и не понял, в каком спике был. Наверное, скорее всего, танк. Потому что я был очень удивлен, когда я, будучи 79-м, у меня, ну, твинка шмот. Я почти полностью был заряжен. У меня нету еще камней. И нету энчантов на некоторые шмотки. И я почему-то смог его соло убить. Это меня немножко удивило. Такое ощущение, что тут где-то половина серва, они чисто больше так на ПВЕ ориентированы. И потом похожего ретрика тоже. Правда, самое обидное, это когда каждый день, буквально каждый день, сука, регулярно в Штормграде убивают банкиров, а потом и мастера полетов. Как же это бесит. На актуале вообще этим пользуются сейчас? Вот я вот не помню. Убивают мастеров полета и так далее. По-моему, это давно уже устарело. И не имеет смысла никакого, наверное.
Я отходил. Да, при мне чел какой-то на ханте. Он стоял на горе около ворот Штормграда. Он типа туда залез как-то долго, типа. И он оттуда пэта своего спускал. И пэт по А, мне ну бежал. это на Личе, да? Да. Ну там, да, ворота Штормграда это тоже отдельная тема. Это еще даже когда я на Черепахе еще пару недель назад еще играл. Там прям у самих ворот игроки ставят эти палатки. Палатки, которые дают тебе бонус отдыха, там, за 10 минут сразу максимальный, там сколько, 1,5 левела дают полоску. И вот там тоже вставали и ханты, и, по-моему, маги, и кидали эту АОЕ заклинание, Blizzard. Тоже таким способом убивали игроков. Там, да, там излюбленное место. Товарок. Ну что, погнали. Ух ты, нихера себе. Нормально. Двуручный меч. Выглядит, конечно, прикольно. Да. Надо будет мне потом за ретрика поиграть. Сейчас, кстати, в последнее время что-то какое-то говно только раздается на эпике. На прошлой неделе или на какой? Раздавалась, короче, игра. Она, по-моему, была создана еще для телефонов или типа как браузерная просто игра, там где Balloons, Tower Defense или что-то типа того. Прям вообще, бред, не понимаю, когда такую дают раздачу.
Да блин. Что, блин? Манабурн, падла. Бесит. Танк потратил свой нервейт, я тоже только что прокастовал. И эти сволочи кидают манабурн. Сжигают ману. А мы толком и не продвинулись, тут, походу, трэш дофига. Так, ну-ка. Так получается, в PoE это какая-то сюжетная кампания, да? Игра с сюжеткой. Нет. Ну, там есть сюжет, там 10 актов, но больше играют люди уже потом в эндгейме. Босса всяких тут убиваешь. А, механики всякие. Да. Да ёп, чё так больно-то?
Хера. Пока тут себя хилил. Несем потери. Так, ладно, пока ресает, надо ману пить. 2 бутылки осталось. Кошмар. Зря я дал, конечно, чуваку последнюю свою ману.
Ой-ой. Что-то многовато спулили. Пизда. Блин. Какой идиот спулил ту пачку. Так и знал, что вот не нужно бегать. Нужно постоянно лучше чистить все по дороге. Ну да, да, да. И у шамана, конечно же, нету анха для возрождения. Да ебучий монитор отъезжает, я не знаю почему, блядь, я его когда что там трогаю, отъезжает, и я ловлю себя иногда в моменте, что я слишком, блядь, близко к монитору подвигаюсь. Потому что он отъезжает. Приходится его отодвигать. Ах, он двигается. За чё он тебя так? Но он на кронштейне, типа, он не на ножке. Я не знаю, наверное, когда его чуть там поправляю что-то, он отодвигается по чуть-чуть. Так, какой кринж. Вот поэтому нужно покупать ноут. О. Ну ладно, ноут на самом деле тоже такое все. Я все больше себя ловлю на мысли, то, что все-таки нужно как-нибудь собрать игровой пеку. И рано или поздно даже мощный ноутбук все-таки пылится. Или его нужно обновить, или еще что-нибудь надо сделать. Мой он вроде бы мощный. Специально купил такой подороже, помощнее, но даже ту же игру Squad он не смог нормально потянуть на высоких настройках. Я, по-моему, ставил средние. Хоть и игра оказалась с какого там 2015-17 года. Я не помню, ты тогда менял этот TRTX? Не говорил это делать? Нет, этого ты мне не говорил. Правда?
Ладно. От этого сильно Там зависит? какой-то прикол почему-то с более низким DirectX, там 10 или какой-то, я не помню, 11. Типа лучше почему-то работает. Но там не совсем, не сильно все типа улучшится. Пиздец, что творится, ёб твою мать? Как так опять запулилось? Много. Что это за урон бешеный у них? Я, короче, вспоминаю похожую фигню. Была же это... У Mountain Blade. Там же тоже, когда ты стартуешь игру, там можно выбрать два DirectX. Либо этот... Стандартный 9, либо современный, по-моему. И, по-моему, тоже, чтобы было все проще, чтобы игра тянулась прям, ну... четко. Всегда брали именно вот 9. Тоже не знаю, с чем это связано. У меня это как-то особо роли не играло. Тем более сейчас вообще Warband нормально идет. Это, короче, возможно, связано с тем, то, что старые игры, они бывают не совсем совместимы с новыми компьютерами. И проявляется это бывает, по-моему, по-разному. Типа, начиная от самого банального, то, что, допустим, игра, как бы ты там ни крутил настройки, она не будет выведена на весь экран. Будут типа черные полоски по бокам. Допустим, такие игры до сих пор есть. Я их знаю, я их пробовал. И как бы ты там, я не знаю, в настройках самой игры или бывает, говорят, типа, вот заходите в папку с самой игрой, там есть файл config, и вот он вам поможет. Да нихера. Бывает, что таких вообще нет файлов. То есть это тут самые такие минимальные проблемы. А бывает именно, что FPS проседает. Это, кстати, иногда бывает с Warcraft. Бывает, приходится, ну, то что-то отключить в настройках Warcraft, чтобы он шел вот плавно. У меня такое вот было как раз-таки с Личом. С этим вот. Я тут в настройках. Мне посоветовали вертикальную синхронизацию отключить. И hardware курсор. И вот помогло нормально. Сейчас плавно все на стримах идет. Так, маны мало. Так, все, это ласт босс. Дайте мне попить. Последний напиток как раз. Kill back behind. Зачем? Паки трэша, по-моему, не убивать. Ну, не нужно убивать. Я вот не помню, обязательно это или нет. Вот эти вот штуки. Надо. Ну, сейчас узнаем. Я знаю, что вот эти вот штуки надо убивать, по-моему, до заранее. За танк говорить не надо. Танк отец. А, да. Они сагрились. Окей. Фак. Не успел.
fascinating things to show you. А, да. В прошлый раз они не нападали. Ну, держи в курсе. Окей. Блин, а у меня еще на этом, на мини-карте от аддона Details как раз эти иконки поставлены прямо на ЛФГ. А я хотел сделать Shadow Melt и перенестись из данжа обратно. Но они, блин, помешали. Не успел. Блин, сейчас опять бежать. Ну ничего, сейчас пройдем данж. Наконец-то смогу пойти в Нордскол, там уже будет попроще. Подземелья БК мне не особо нравится, только вот первые, наверное, которые в полуострове Адского Пламени плюс-минус нормальные. И в этом, в болоте, которое Зангармарш. Так, а двое из наших не хотят бежать, да? Мгм. То есть шаману я дал всю свою оставшуюся воду. Он уже все потратил. Теперь попрошайничает еще. Норма, я тут вообще без маны. Остались только зелья. Ну и Нервейт, конечно. Единственный плюс друида.
recharging. Так, ну что, дубль 2. We have not been properly. I still use hand paint for daily. I believe that all right instances. I have such fascinating things to show you. I can't cast that. Still recharging. I have such fascinating things to show you. I have such fascinating things to show you. I can't cast that. I have such fascinating things to show you. Как-то у нас мало урона, мне кажется. Хотя нормально, нормально. Хорошо, отлично. Хорош. Награда, правда, так себе. Так, 68-й, отлично. Можно зайти к тренеру и пойти. По-моему, уже можно регать, да? А нет. Рандом. Нельзя пока Нордскол, жаль. Так, что выпало? Spellpower 14. 17. Ладно, пофиг. Поставим так.
Кстати, вполне удобно качаться. Чем-то напоминает ритейл. Набиваешь 15 левел, потом тупо спамишь данжи. Правда, лучше играть за танка. Ну или хила еще, ладно. Слухай, а тут же это... В классике будет хардкор выходить. Ты туда планируешь идти? М-м. Тебя эта тема не интересует? Не, это говно не будет. А там что там за... Я не знаю, какие-то изменения? Разница какая вообще? Помимо того, что у тебя одна жизнь. Не знаешь? М-м. Все так сильно разрекламировали. Надеяться, мол, типа, это тоже возродит Warcraft. Скрытый потенциал есть какой-то якобы. Хз. По-моему, этих хардкоров уже хватает. И на приватном проекте. Я вот все жду кастомный сервак. Я тебе уже вроде бы показывал как-то. В Дискорде скидывал, там где будут кастомные классы. Прям совсем кастомные. 21 штука. Тут один ютубер видосы пилит по каждому классу. Тестирует там закрытый альфа-тест. Можно купить, кстати, доступ. Я вот думаю, может быть, приобрести или нет. Попробую сделать что-то тоже типа обзоров, я не знаю, что-то типа того. Хз. Правда, стоит это все 50, по-моему, евро или сколько? Ну, по крайней мере, пока, вот сколько я там видосов смотрел, там классы, они выглядят довольно даже уникально. По сравнению с тем же Варкрафтом. То есть, прям вообще куча способностей, которых никогда не было в оригинале. Там, кстати, совсем недавно вот изменили ветки талантов и сделали точно такое же... Это вот, точно такое же развитие талантов, как в Dragonflight. Это единственный позитивный момент, который мне, кстати, понравился в новом дополнении. Это то, что наконец-то нормальную ветку развития талантов ввели в Warcraft. То есть плюс-минус вернули то, что было вот в Личе. Во, вот это вот, короче, я тебе там ссылку кинул. Может быть, ты видел уже? Что тут? Обол забил. Кстати, выглядит интересно. Там даже ввели, кстати, класс Бард недавно. Прикольно. Не знаю, как они, правда, его планируют реализовать. Прям, ну, по полной программе, но
Вроде интересно. А так, насколько я понял, хоть там есть некоторые названия прям такие звучат немножко непонятно, но оказывается то, что они все реализованы в рамках лора Варкрафта. Там, допустим, есть вот название одного класса рыцарь Гзорота, или как-то так называется, да? И я тут вспомнил, оказывается, Гзорот — это та самая демоническая планета, откуда Локи призывают своих лошадей. Именно классовых этих огненных лошадей. И в этом плане, то есть, они соблюдают именно вот лор разрабы. Там из всех классических названий, которые нам известны, разве что есть монах и охотник на демонов. Но, по-моему, они даже будут отличаться. Не знаю, как охотник на демонов, но монах, он там... Бля. Сейчас трактор проедет. Монах там, по-моему, решили сделать что-то типа гибрида, я не знаю, которые были именно монахи в этом Валом Ордене. Я вот как-то смотрел какой-нибудь год назад или года два, как там все развивалось. Ну, выглядело, ну, скажем так, еще не очень перспективно. Много багов, не особо красиво оформлено. Ну и, соответственно, у меня были сомнения, то, что мало ли, типа, будут кривые анимации и так далее и тому подобное. Потому что очень много кастомного всего понаделано. Но теперь там все довольно красиво. Так, сейчас, секунду. Даже гляну тот класс, который вот мне понравился. Так. Блин, некромант, кстати, прикольный. Я его тоже уже видел как-то. Класс некромант — это, по сути, чем-то напоминать будет, кстати, этого Unholy ДК. Он тупо спамит, призывает скелетов, всяких поганищ и так далее. Скелетных лучников еще, да. То есть еще разрабы, они берут вдохновение именно из стратегии Warcraft, еще там какие были классы. Во, короче, мне понравился Риппер. Это жнец по-русски, я так понимаю. Чувак с косой. Выглядит офигенно. Сан Клерик, по-моему, по сути, самый банальный паладин, правда? Там вот я особо сильных таких разниц от прот паладина я не видел. Так, что-то еще у нас есть. Старколлер, кстати, я, по-моему, сейчас вот видос на днях начал смотреть, но так и не досмотрел, по-моему, еще. По сути, та же лучница, что была и в Варкрафте. Если за эльфов играть. Тинкер, понятно. Ладно, Тинкер такой себе. Это уже чисто тем, кому нравится инженерное дело, я так понимаю. Тинкер, по-моему, умеет ставить эти турели. Я не знаю, что там делает Тинкер, кстати, в доте. Какие у него билки? Тинкер в доте? Да, есть Тинкер? Да. Вот что он делает. Кьюшка лазер, типа, бьет всех челов на небольшом радиусе, ослепляет их и не промахиваются. Вэшка, он просто ракетки пускает в двух героев в радиусе. Ешка ТПшится на любое существо союзное, или башню, или что угодно, короче. Угу.
А ульта ресетает эти кнопки. Ничего себе. Немножечко. Вот Я я не так, кстати, конечно, его не представлял. Я думал, что-то типа, я не знаю, инженера, установщика, турели и так далее. Потому что здесь он, допустим, так реализован. Ну, хотя ладно, тут есть способность Интересно диплой для бомб. бустеров. Тут, по-моему, разные классы у него там были. Я Тинкера видел. Вот там есть вроде спец по ружьям, по бомбам и вот по этим по турелям. И, по-моему, даже один из спеков, кстати, почему-то является хилом. Как ни странно. Ну ладно. Вот только я ее, кстати, вот... Так, ладно, Штормбрингер. Бля. Штормбрингер я вообще не помню. Ну, судя по этим вот, по обилкам, это просто шаман какой-то. Я просто как-то давно видел видос о нем. Там какие-то были очень неприятные для меня минусы. Хз, вот только я уже не помню, давно это было. А, вспомнил я вот тут, пока вот дошел до этого рыцаря Зарота, я вспомнил то, что они еще будут делать именно так, что какие-то конкретные расы могут играть за какие-то конкретные классы. То есть в этом нету никакой, скажем так, толерантности, как делают сейчас вот Близы. Они чисто вот именно по лору смотрят. Варвар. Ну, типичный фуривар, кстати. Я так понимаю. Культист, кстати, чем-то напоминает ШП, но именно такого ШП, который вот сейчас вот именно на ритейле. Потому что щупальца начали появляться, по-моему, я не знаю, с БФА какого-нибудь у ШП Престов. Всякая тематика именно Вроде темных да. богов. Че говоришь? Вроде бы да. ПФ. Ну да-да-да. Там была эта вся тематика богов этих. Вот и здесь то же самое, я думаю. Так, пиромансер. Надо будет глянуть, кстати, пиромансера, потому что, судя по обилкам, это просто фаермаг, но у них они всегда делают 3 еще различных спека. И они почему-то всегда выглядят очень и очень разнообразными. И вот интересно, как узнать, они собираются разнообразить пиромансера. Так, 3 обилки. Призыв Феникса. Лол, прикольно. Метеор. Так, ну Метеор, по-моему, у фаермагов был. Тоже в ритейле. Рейнджер. Ну понятно, ладно. Рейнджер это типичный какой-то охотник. О, Рунвивер, кстати, это типа Аркан Мага, но я вот недавно его увидел. Тоже на видосе у того ютубера. Вот он на БГ прям сильно как-то мог ломать лица игрокам. Правда, там нужно сначала понять все обилки. Там часто, кстати, у всех классов есть как минимум... Сколько? 2? Ресурса 3? Не помню. То есть помимо маны, там энергии и так далее, еще какой-то. У этого чувака, соответственно, там руны или что-то типа того еще. Так, ну ладно, Демон Хантер, походу, по-моему, почти копирка. Судя по обилкам, которые тут есть в описании. Вот туда я вот советую, надо будет как-то влететь, когда будет открытие. Чисто хотя бы попробовать. Из интереса. Сейчас сервак там чисто на бесклассовой системе есть. Ну, такая тема. Я пробовал.
прокачался и тут же дропнул, ну, как-то надоедает. Потому что далеко не всегда получается сделать какой-то конкретный работающий билд. Всегда есть какие-то там поломанные. А вот это вот совсем другая тема. Страж. Вот, по-моему, Страж, у него есть один из этих вот спеков, это будет Барт, по-моему. Вот такое богатое количество, кстати, классов. Оно напоминает, по-моему, EverQuest. Первую или вторую часть. У меня как-то в детстве была коллекция журналов «Игромания». Я не помню, видел ли ты их, когда ко мне приходил. У меня там было штук 10, наверное, старых журналов. И вот я помню, там была вот целая статья, посвященная игре EverQuest, и там просто все классы были описаны. Я любил ее перечитывать. Просто было интересно читать, какие классы есть в игре. И вот тут очень много напоминает. Охотник на ведьм, кстати, я тоже видел, и там просто чувак с 2 мелкими арбалетами стреляет. Вот это вот я не знаю, как будет работать. Хз. Так, ну сына ругала, тут вообще без вопросов. Это тупо оборотень. Правда, у него тоже есть один из спеков. Это хил спек. И он там очень странным образом хилит. Я смотрел видос, и как-то не получалось. У того ютубера вообще, ну никак не получалось хилить. А еще есть, по-моему, РДПС через кастера, по-моему. И у него, короче, есть обилка, я вспомнил. Обилка прям копирует чемпиона из Лиги Легенд. Владимира, вампира этого. Блять, ебучие тракторы. Который в лужу превращается. Да. И вот именно эта лужа и была добавлена этому сыну Ругала. Он тоже превращается в лужу. Так, вот монах. Monks are monastery initiates typically found in temples and abbeys. Ну да, тут больше именно про магию света, вот то, что я и говорил. Тут монахи, они больше типа боевые престы. То, что изначально классика вот предполагала. И они потом оставили их как мобов вот в этом монастыре. Iron Fist. Смотрел, кстати, сериал «Железный кулак». Ну, такая себе тема. Там же этот главный герой Лорас Тирл из «Игры престолов». Well, you have no weapons. Не смотрел сериал, не? Ну, такое, кстати. Если интересует тематика супергероев, то чисто на раз можешь глянуть. А так, ну, такое себе. Там вот он из «Игры престолов», и еще этот вспомнил. Еще там девчонка одна, которая была из 3 этих дарнийских убийц. Блин, которая она была. Хз. Неважно, в общем, они там все были посредствами 3-го плана героинями. Понятно. Короче, он фистингом занимается. Прикольно. Так, вот Хрономансер я, конечно, еще не знаю. Вот это, наверное, они будут что-то делать связанное... Мне кажется, они будут копировать, наверное, этих драконов из Dragonflight. Там какой новый спек у Dragonflight появился? У этих у драконов. Support Spectrum. Он связан со временем, да, как раз? Ну, Не? Не знаю, нет точно. Не, вроде. Блин, вот мне просто так казалось. Спек какой-то, он там бафы всякие дает. Угу. Просто вот Хрономансера вот здесь вот я еще ни разу не видел. Не знаю, что от него ждать. Ну, разумеется, понятно, что он связан со временем и так далее. Но что он делает?
time walking. Every 15 seconds you leave behind an infinite clone that will save your health, mana and physical location. You can rewind time back to your clones. Понятно. Блядь, Это, короче, как перенос был этого... Это перенос этого Забыл. Монка. У монаха, короче, обилка ж такая была. Духовный перенос. Нет, это как в лоре. Я забыл герой. Это Эко был, который мог вернуться вот на пару секунд назад. Такая же хуйня же, не? В варкрафтовском лоре? В лоле. А, в лоле. А, да-да-да. Эко, да. Копилка У него какое-то устройство, да, там была ульта. И плюс у него самого там всегда с первого левела проекция за ним бегает. Да. Chronicles of History. The Chronomancer begins magically documenting the actions of an ally for 7 seconds. At the end of the duration, the same ally will recast all abilities documented on their current target. Чего? Типа 7 секунд он копирует обилки своего союзника, и потом он их воспроизводит? Лол. Ничего себе. Я лишь могу вспомнить обилку УДК, которая может скопировать обилку у противника. У ДК такая была способность. И, по-моему, маги еще умеют, по-моему, просто воровать бафы. Да, сполстил. Так, третья способность Temporal Duel. Transport yourself and an enemy target into a different timeline for 30 seconds. It's a timeline where everyone else is busy at the moment, so it will be just the two of you fighting. А. Тоже что-то напоминает. Случаем нету похожей способности в ритейле? Есть роги дуэль. Во-во-во-во, да-да-да. Просто с карты пропадаете и бейте. Да-да-да. Вот у него то же самое, да. Типа раз на раз выйти на 30 секунд. Ну прикольно. И вот это вот пока что только 3 обилки, которые описаны у этого хрономансера. Но он, кстати, не рога никакой, он кастер. Так-то прикольно. Так. Disciple of Shadra. Ну, судя по арту, этот чувак умеет превращаться в паука. То есть, видимо, не приходится советовать тем, кто боится пауков. А, не только в паука, кстати. Еще и форма этого скорпиона, Scorpid форм. То есть в этом плане еще напоминает друида, который просто шейпшифтится. Тут просто 3 обилки показаны. Это Сталкер форм, Scorpid форм и Skitterer форм. Так, Сталкер это у нас не рубийский Сталкер. Ого. Короче, Сталкер умеет рыть туннели под землей. Пока под землей your movement speed is increased and your health regenerates. Понятно. То есть быстрее бегаешь и этого отрегенишь хп. Прикольно. Скорпион увеличивает броню и интеллект. А Скиттерер превращает какого-то ядовитого паука. Увеличивает скорость передвижения. И позволяет преследовать твоих противников. По крайней мере, так написано. Что-то напоминает, короче, этого героя, который есть в доте. Который может чуть ли не с полкарты напасть на врага. Как там его звали? Такой Таурен, который... Блять. Он с помощью ульты врезается в противника, просто перебегая всю карту. Бист? Не-не-не. Просто
Что ты несешь? Какой? С- Блин. Спектра? Ну, спектра через всю карту, да, может быть такое. Но это не бык никакой. Разве? Да. Ну ладно, я все равно не спец в доте. Но мне казалось, это, короче, какой-то типа Таурена, что-то типа того. Не, спектра, я не знаю, это как тень такая какая-то. Ну, хз. Ладно, неважно. Похер. Так, что тут дальше? Прималист. Мгм. То есть тупо шаман природы. Гибрид с друидом или что-то типа того. Геоды бараш. Создает 3 фрагмента камня. И кидает их в противника. А, ну да, это напоминает, кстати, героя Лиги Легенд. Талия. Которая камнями стреляет. Так, и пока он наносит этот урон, он генерирует ярость. Значит, у него будет ярость как ресурс. Beasts of Ragnaros. Causes your next stone slam to unleash the Fires of Ragnaros on an enemy dealing... Понятно, короче, пассивка или что-то типа того. Body of Stone. Блин, ну прикольно. Хотя этот класс меня не особо заинтересовал. Вич Доктор. Вот это, по-моему, следующий, который я собираюсь посмотреть в скором времени. По-моему, он там следующий идет по списку. Ну, понятно, в общем, вся тематика с Вуду. В Варкрафте 3, по-моему, был же герой. Шаман. Тролль. Хотя и в Доте тоже есть те, которые там, по-моему, ставят эти тотемы со змеями, да? Или что-то типа того. Вич-доктор, по-моему, кстати, он называется. Со змеями шаманчик ставит. Вич-доктор ставит тотем, который стреляет просто. И Маледик накидывает дота, типа. Так, а тут у нас что? Вуду Алькими. Enchants the target ally with the power of the Voodoo. Ага, то есть бафает союзника, чтобы все его обилки стоили на 5% меньше его ресурсов. Ну, уникально, но мне кажется, какая-то бесполезная способность. За 5%. Такой себе. Serpent Ward. Ну вот. Тупо тотем, над которым будет змеюка, которая будет плеваться ядом. То есть это уже что-то знакомое из Warcraft 3. Big Bad Voodoo. Понятно. Снижает входящий урон по союзнику на 80% на 10 секунд. Неплохо. Ну вот, типа так. 21 класс, по-моему, да, как я и говорил. Тут в чем еще уникальность? Тут типа есть... вот... На ритейле же есть вармод, допустим, да? Просто вармод, PvE режим и все, наверное, уже, да? Обычно PvP режима нету. А вот здесь 3 режима. Есть вот просто PvE режим, как и на ритейле. А вот PvP делится на 2 типа. Типа просто PvP, а есть high risk PvP. То есть вот, когда ты сражаешься с кем-то, с каким-то игроком, с таким же high risk PvP, и если он проигрывает, то над его трупом появляется сундучок, и там рандомно выпадет какой-то лут, который на нем или в его инвентаре. И ты сможешь это залутать. Я это как-то пробовал. Прикольно довольно. Иногда можно залутать всякое добро хорошее. Это, если не ошибаюсь, напоминает какую-то вот игру из диаблоидов. Вот я не помню, какая это игра была.
Там похожая херня. Так, ну тут написано то, что еще будет и мифики тоже. Нормал, героик, мифик, мифик плюс. Что данжи, что и рейды. А не, рейды тут как-то иначе называются. Ascended Difficulty. Да, в общем, как-то так. Так чё, как думаешь, не хочешь как-нибудь попробовать такое, когда выйдет, конечно? Это хз когда, правда, произойдет? Да. Просто мало ли, действительно, вот это вот сможет переплюнуть. То, что сейчас вот происходит на том же, не знаю, вот, на Личе. Так, точно. Захват. Так, все, погнали дальше. Ну ты, в общем, кстати, чекни как-нибудь. Есть ли у тебя этот Battlefront? Там-то веселая игра. Я как-то пробовал. Правда, надеюсь, что она не умерла. Вроде как оценки были у нее такие противоречивые. Я как-то немного пробовал еще на предыдущем ноуте. Так как она мне была немного требовательная. Особо много не поиграл. Там единственная имба — это, естественно, эти джедаи, которые просто врываются, блокируют выстрелы и тебя почти ваншотают. Я там играл сам за самых обычных этих дроидов. Правда, дроидов-снайперов, по-моему, что-то типа того. Там, по-моему, эти 3 вроде бы игровых фракции. Это вот эта вот компания, которая управляет этими дроидами. Я не помню, как эта фракция называется. Которая вот в первой части Звездных войн появилась. И, соответственно, эти повстанцы и империя. Станция ДНР. Ну, не знаю. Вспомнил там еще прикол в том, то что все эти боевые действия, они тоже так довольно массово происходят. Там, по-моему, тоже вот эти все единицы техники есть. То есть это, по-моему, клон Battlefield, наверное, я бы сказал, или что-то типа того. Так, 68-й, надо было 69-й, наверное, напнуть.
Блин, какая же унылая прокачка за рестор друида на открытой карте по квестам. Каждого моба по 2 минуты стукать. Скукотища. Хорошо, хоть тут рейт X7.
Так, ништяк. 69 есть. Ну-ка, что тут? Отлично, теперь рандом можно регать личевские данжи, это хорошо. Ну ладно, это потом.